Привет, троечки. Посмотрим твое предназначение. И есть ли оно вообще? И, конечно же, посмотрим, что делать, если ты пришла в этот мир просто погулять. Но я думаю, дьявола там вот этого всего не вылезет, потому что, как сказать, предназначение, оно-то есть. Итак, давайте начнем наш расклад. Итак, троечки. Шут есть. Почти, да что ж такое, почти то же самое. Итак, правда ли, что у тебя нет никакого большого предназначения? Правда. По шуту правда. У тебя огромного предназначения нет, но ты просто, вот знаешь, в этот мир пришла погулять. По шуту, ну, вот, а как тебе по-другому сказать? То есть глобальных миссий у тебя нет. Роли спасительницы человечества тоже нет. Но зато это освобождает тебя от всей вот этой херни с давлением окружающих, то, что ты должна, никому ничего ты не должна. У тебя тут шут на предназначение. Вот ты сейчас сидишь с телефоном, да, или там с компьютером, там сериальчики смотришь, думаешь там, все вокруг миллиардеры, строят империи, пишут книги, мир меняют. А я? Вот я тебе отвечу на этот вопрос. А ты просто живешь. Вот просто. На работу ходишь, встречаешься там с подругами, иногда вечер тратишь на вот этот сериал турецкий, да, возможно, даже с чипсами. И это твой нормальный ритм, без вот этих пафосных целей. Ты тратишь время на поиски вот этой великой миссии, да, сидишь ночами в раздумьях, читаешь там, возможно, мотивационные какие-нибудь книжки, на курсы ходишь там по захвату мира. Ой, извините, я хорёкнул, надеюсь, что я запомню и вырежу это. Знаешь, на деле ты просто выгораешь и злишься на себя за маленькую жизнь. Твой мужик, он ждет, пока ты решишь, кем будешь, когда вырастешь, хотя тебе 50 лет, да? Знаешь, у тебя вот, ты мужику говоришь, да, своему или там подругам, мне нужно найти предназначение в этой жизни. И знаешь, они уже устают от твоих метаний, потому что они даже начинают отдаляться от тебя, потому что ты не здесь и не сейчас с этими людьми. Подруги зовут там по магазинам, а ты отказываешься. Сидишь дома с тетрадкой, пишешь там списки своих талантов. И в итоге ты пропускаешь все веселье. Короче, вот я тебе говорю по картам, я не от себя говорю. С шутом не побалуешь, да? Точнее, с шутом не побалуешь. Знаешь, брось эту фигню. Живи как есть. Вот вставай утром, пей свой кофе, на работу иди на свою, где нормально платят. Вечером встречайся с теми, кто тебе рад. Путешествуй, когда вот денежки есть, да, новое хобби пробуй. Ну, типа там рисование, танцы, и не думая, что станет ли это моей профессией. Ты боишься, что вот без цели у тебя жизнь бессмысленная. Но смысл есть. Смысл твоей жизни в том, чтобы наслаждаться каждым днем, а не гнаться за призраком, понимаешь? Вот, например, сосед твой, да, который там напротив тебя живет, он, например, работает там где-нибудь, какие там есть компании-то, блин, в Apple, Газпроме, президентом, неважно. А он хоть и работает, да, там где-то этом, но он
пиво с пацанами пьет по выходным. И ему хорошо, никакой депрессии, потому что он не ищет вот этого эфемерного предназначения. Просто живет. Ты тоже можешь так. Вот запишись в спортзал, сходи там в бар с девчонками. Купи билет на какой-нибудь там концерт, выставку. Трать силы на то, что тебе кайф приносит прямо вот здесь и сейчас. Если начнешь это делать, то перестанут вот эти вопросы у тебя в голове крутиться: «Зачем я здесь?» Знаешь, потому что ты поймешь, ты здесь за удовольствием, ты здесь за опытом, ты здесь за моментами счастья. Вот твое предназначение. У тебя по картам нет предназначения сидеть и грустить по мужику, по бывшему, подруга предала. Вообще не важно. У тебя жизнь по шуту должна быть. Понимаешь? Вот вся твоя тревога, она от того, что все вокруг там якобы знают свое дело. Ну, знаешь, вот я тебе на своем примере скажу, не на своем примере, а на то, сколько я людей знаю. А людей я до хрена знаю. Половина людей просто имитирует активность, а ты честнее их. Понимаешь? Ты признаешь, что ты гуляешь, что предназначения нет. Забей ты на ожидания родителей, подруг, вообще общества. Вот родители у тебя хотели, чтобы ты стал там врачом, адвокатом, президентом, но ты же не они. Живи своей жизнью, и ты увидишь, как тебя немножечко отпустит. Но нет предназначения у тебя, чтобы ты спасла мир, чтобы ты там какую-нибудь войну остановила, чтобы ты закончила вот это, как его называется там, глобальное потепление. Вот, ну нет этого. Поэтому хватай свой шанс на легкость вот эту, да, и вперед без оглядки на вот эти мифы про величие, то, что ты там должна выполнить какую-то. Единственное, что ты должна, это жить, набираться опыта и жить в свое удовольствие. Без всяких грустняшек по мужикам и так далее. Ты пришла не страдать. Понимаешь? Что ты теряешь, если все время ты ищешь великую цель, да, которой-то нету? Реальное счастье в семье с близкими. А что тут трактовать? Потому что вместо того, чтобы наслаждаться там вот этим счастьем с подругами, с близкими, неважно, ты сидишь и копаешься в поисках великой цели. И это просто разрушает все вокруг. Домой вот ты приходишь после вот этого дня рабочего, да? Возможно, даже муж ужин приготовил. Возможно, дети там бегают, смеются, играть зовут. А ты садишься с телефоном и гуглишь, как найти предназначение. И игнорируешь всех. А вот как раз предназначение — это быть с ними. Потому что они чувствуют себя ненужными. Муж там злиться начинает, да, если муж есть. Ты вечно не с нами, ты вечно в своей голове, и в итоге ссоры, и он уходит там к друзьям, да. А дети привыкают, что мамы нет. Хоть мама вот сидит, просто в телефоне. Понимаешь? Ты теряешь вот эти теплые вечера, даже если ты одна живешь. Ты мультики не смотришь. Посмотри-ка на себя, а. Мультики она не смотрит. Ты не обнимаешься с близкими людьми. Вот ешь пиццу, смотри мультики, и вот оно счастье твое. Ты для этого пришла. А твоя голова забита херней про великую миссию. Подруги позвонят, там предлагают, там, если погода позволяет, да, там на дачу, да, в огород. Там шашлыки пожарить, под гитару попеть. А ты такая: нет, мне нужно над собой работать. И они обижаются, отдаляются, потому что ты не вкладываешься в отношения. Вот как в проживании арканов всегда говорит.
говорил, не нужно себя, как сказать, насиловать. Ну, не нужно. Живешь такую же жизнь. Вот, например, у тебя жизнь по шуту. У тебя по шуту, вот если бы ты была в проживании, да, то у тебя пошла, шарик купила, погуляла, на горке покаталась. Понимаешь? А ты сидишь, взяла огромную такую лопату и копаешь. И в итоге ты остаешься одна со своими вот этими поисками, без поддержки, без смеха, без моментов счастливых. Понимаешь? На работе тоже ты страдаешь. Вместо того, чтобы там радоваться там, повышению, коллегам, там что-нибудь такое, да? Думаешь, это не то. Я не для этого создана, это не моя цель. И шанс упускаешь там на нормальную зарплату, на уважение коллег, на стабильность. Начальник там предлагает тебе там вписаться, да, во что-то, где ты блеснуть можешь, а ты отказываешься. Потому что это не мое предназначение. И сидишь на попе ровно, да? Деньги у тебя уходят на всякую херню, извини меня за выражение. А должны там, как сказать, на нормально. Мы же тут не навсегда. Не факт, что завтра проснемся. Да, это печально звучит, но факт остается фактом. Все знают, что будет конец, но никто этого не осознает. По-настоящему никто. Понимаешь? Здоровье ты тоже теряешь. От размышлений ты не досыпаешь, вечно стрессуешь. Вообще перекусы у тебя на бегу. И тело, оно тебе сигнализирует вот этими болячками, рука хрустнула, спина болит, еще что-то, и усталость. Просыпаешься, а уже устала. А могла бы по утрам бегать, с детьми гулять, да, если они есть. Если нет, гулять одна. Наслаждаться своим собственным, как его называется, присутствием. Компот у тебя тоже уходит на второй план с мужем. Потому что ты не расслабляешься. У тебя в голове вот эти цели, великие цели. Я сейчас остановлю все ледники и вот в космос домерно должна полететь. А тебе мужик и подруги говорят, ты холодная стала. И близости никакой нет, я про компот говорю. Короче, вся вот эта гонка твоя за целью, она крадет у тебя просто радость. Просто вот смех с близкими, выходные с подругами, да? Перестань искать, и вернется гармония. Вот начни ценить то, что есть. Подружке позвони, там с мужем компоться прям до потери сознания. Понимаешь? Копи деньги на отпуск. Понимаешь, у тебя жизнь должна быть по шуту, а ты там, наверное, вообще сидишь по мужику страдаешь. Понимаешь? Вся твоя жизнь — это радость в мелочах. Хотя бы в мелочах. А не в мифах про великое предназначение. Как тебе жить легко и счастливо, если ты здесь просто погулять? Ну, знаешь, вот по картам, чтобы жить легко и счастливо, просто вот контролируй свои ресурсы, как говорится, железной рукой. И направляй свою силу внутреннюю на вот эти повседневные дела. Без лишних трат, без лишних метаний. Например, там, наслаждайся прогулкой по жизни. Вот шаг за шагом. Вот, например, утром встаешь, садишься, пьешь кофе, день планируешь. А планируешь как? Что поесть полезного, куда сходить, с кем встретиться. Но не перегружайся, вот, как сказать, планируй для начала.
держи бюджет в кулаке. Откладывай там по своим там по несколько купюр на черный день. Деньги не швыряй на ненужные какашки тебе. Типа вот этих вот, как называется, там, Wildberries, Озон и другие вот эти площадки, где много вещей. Ты сильная, понимаешь? Используй вот эту силу, чтобы говорить «нет» там соблазном чрезмер. Например, коллега там зовет тебя на корпоратив с перебором алкоголя, да, отказывайся. Иди лучше вон в кино с подругой. Нет подруги, иди одна. Чувствуй себя уверенной. Понимаешь? Дома порядок держи. Муж на диване развалился, скажи ему сейчас или ты мне помогаешь, или я тебе пожарю леща, и как тебе это самое, заверну его, и он послушается, потому что твоя сила в спокойном тоне, без крика. Понимаешь? И с деньгами то же самое. Плати счета вовремя, кредиты не бери на всякую херню. И инвестируй в то, что тебе стабильность приносит. Понимаешь? Там вклад какой-нибудь, курс по фитнесу, да? Попка будет подтянута. Тело будет в тонусе. И гуляй каждый день. Вот надевай кроссовки, иди там в парк, да, какой-нибудь, воздухом души. Овощи ешь, мясо ешь, не налегай на вот эти вот, как называется-то, блин, забыл. Временные перекусы, вот, которые перекусила, фиг знает, что поела и ушла. Суп кушай. Вот суп обязательно. Особенно борщ, щи и гороховый. Гороховый это чтобы мужу неповадно было просто так валяться. Понимаешь? И живи. У тебя жизнь должна быть по шуту. Ты не пришла, вот ты меня услышь. Твое предназначение — жить жизнь на полную катушку. Понимаешь? Не страдать ты сюда пришла, не грустить по кому-либо, не там рабыней Изаурой быть. Ты пришла, чтобы жить легкую жизнь. Услышь меня.